Кто скрывает чувства к тебе? Давай разбираться вместе. А ты пока подпишись, поделись этим видео и поставь лайк. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вы такой человек, хочется почему-то сказать, вижу цель, не вижу препятствий. Если вы себе поставили какую-то цель, вас никто и ничто не остановит. Если вы приняли решение, вас никто и ничто не остановит. Также может еще проиграться вы на какой-то период, огородили себя, если можно это так назвать, от женщин, от каких-то личных отношений. То есть, по-простому, вы могли взять паузу. Кто-то сейчас, может быть, находится в паузе. По какой причине? То, что я вижу, это, в принципе, причина любовный треугольник, в котором вы тем или иным образом участвовали. Поэтому из-за такой вот довольно сильной душевной боли, возможно, не хотели какой-то период вообще вступать в новые отношения. Кто-то из вас сейчас пребывает, в таких поисках новой работы, да, может быть, вам уже предложили, потому что там, где вы сейчас находитесь, там либо же сама зарплата вас не устраивает, либо же, может быть, еще урезание зарплаты, поэтому вы мечетесь, и с одной стороны не хочется вроде бы терять то место, которое уже освоена, так сказать, да, работу, которую вы знаете, к которой вы привыкли, но с другой стороны вас не устраивает финансы. Вы человек, который, в общем-то, знаете, вот если вы видите женщину, которая вам нравится, опять-таки вас никто и ничто не остановит. И были у кого-то из вас даже, может быть, такие, как же это назвать, какие-то такие ситуации, когда вы могли, может быть, кто-то кулаками махал, да, отбивали женщину от соперника, да. Может быть, еще каким-то другим образом боролись за ту женщину, чтобы ее себе забрать, да, чтобы ее удержать, может быть, каким-то образом. Здесь может проиграться даже не обязательно на начальном этапе, да, что вот вы хотели увести женщину. Здесь, возможно, даже у кого-то проиграется, когда вы уже были в отношениях, либо семья была, и вы пытались с соперником как-то вот по-мужски порешать эти вопросы. Давайте сделаем как раз маленький опрос по этому поводу. Напишите, были у вас ситуации, когда вы, каким-то образом, неважно, с помощью там махания руками, либо же еще какими-то другими способами, неважно, выясняли отношения с соперниками или нет. Напишите. Если такого не было, пишите, такого не было. Вы человек очень любвеобильный, и у кого-то проиграется, да, что на сегодняшний день у вас есть женщина, по-простому любовница называют такую женщину. Неважно, в каком вы статусе, но вот с этой женщиной вы получаете то, чего, может быть, недополучали, либо же в своих прежних отношениях. Если вы, допустим, поскольку это общий расклад, если вы, допустим, сейчас не свободный товарищ, то вы получаете с ней то, чего вам не додает ваша жена. Тоже тепло, ласку, да, те же, может быть, какие-то эксперименты в интиме. У каждого это свое, да, у каждого свои предпочтения. Все взрослые люди и прекрасно знаете, что бывают такие женщины, у которых постоянно голова болит, да, разве что брови и ресницы не болят. А так она всегда больная, как только доходит до самого важного. Поэтому, здесь такая, знаете, я даже не могу назвать это прям такой изменой, хотя я не сторонница измен ни в коем случае. Здесь отдушина. Здесь скорее отдушина и восполнение то, чего вам не додают. В принципе, я считаю, что здесь у кого проигрывается вот в отношениях измена, либо в семье, здесь скорее какая-то упущенность со стороны женщины, да, вот что-то она вам реально не додает. Погнали дальше смотреть, мои хорошие. Давайте коротко еще посмотрим, что о вас поведают.
Ой, женщины, ой, они по жизни вам столько страданий вообще причиняли. У кого-то это может проиграться даже не единожды. То есть вы страдали, вы за что-то боролись, вы пытались сохранять отношения. Все вот эти уходы, расходы, они таким, знаете, очень большим-большим пластом у вас остаются в душе и в сердце. И вот у кого это было не единожды, с каждой последующей женщиной вам становилось, ну, все тяжелее как-то открыться, все тяжелее довериться, да. Вы второй, там, допустим, третий раз открываете душу и сердце, и снова туда плюют, да, поэтому вам все сложнее и сложнее. Хотя не скажу, что вы мужчина слабый, абсолютно нет. Вы человек сильный, сильный и физически, сильный, морально, волевой такой, да. У кого-то проиграется, что вы, опять-таки, король мечей у нас часто означает, что вы каким-то образом можете быть связаны с формой, с армией, да, то есть либо же вы находитесь где-то по работе, там, где горячо, допустим, да, кто-то в тылу, может быть, находится, просто связан с формой. Но у кого-то проиграется то, что вы, допустим, воздушного знака зодиака, мечевые карты, да, это воздух, кто знает Таро, и плюс вы человек, который, ну, очень такой логичный, очень логичный. Но, тем не менее, вам бы хотелось, вот я бы, наверное, обобщила этот момент. Вот, может быть, кто-то поспорит со мной в комментариях. Но вам бы хотелось все равно вот иметь ту одну единственную и неповторимую, на которую вот все-таки вы бы по-своему молились, да? Несмотря на свои страдания, несмотря на свои переживания, вот глубоко в душе вам бы хотелось, да, иметь такую женщину, которой вы бы доверяли, которую вы бы любили и вас любили в ответ, которая вас бы ценила. Вы бы даже не отказались и жениться, и узаконить, хотя, в общем-то, для вас это не важно, да, вот штамп, эта печать в паспорте, да, она для вас уже как-то не особо актуальна. Поэтому не теряйте надежду, не теряйте вот даже сквозь вот эти вот все жизненные такие трагедии, перипетии и то, что вы прошли, но не теряйте надежду, что все-таки, а вдруг встретится женщина, которая оценит вас по достоинству. Ну, давайте-ка теперь разбираться, кто же скрывает чувства к вам. Я думаю, вам тоже интересно. Давайте посмотрим, что за женщина пришла к нам на расклад. Это женщина самодостаточная. Вы с ней где-то пересекаетесь, ну, либо же это компания, либо еще может проиграться это по работе, да, вы можете вместе работать, вы, ну, не обязательно там в одном кабинете сидеть, а каким-то образом можете пересекаться. У кого-то это клиентка может быть, у кого-то заказчица там, да, у кого-то, как я уже сказала, вы периодически встречаетесь, может быть, это посиделки дружеские, да, мы сейчас будем более детально разбираться. Женщина может проиграться даже не свободная, у нее есть мужчина, но у них в браке не все так гладко, как может показаться. Женщина среднего возраста, плюс-минус, но в общих раскладах вы знаете, что особо мы не привязываемся ни к возрасту, ни к цвету волос, потому что это общий расклад. Поэтому приблизительно говорю, ну, она не старушка и не молодуха, ну, средний возраст. Отношения у них непростые. Мужчина серьезный, мужчина у нее скорее, ну, такой, либо же при должности, да, неплохо зарабатывает. Мужчина, ну, таких диктаторских ноток. Она его может даже побаиваться. У них в отношениях есть любовный треугольник. Она даже может знать об этом, но она пока ничего не предпринимает. Она его побаивается, хотя она понимает, что их развод, разрыв – это вопрос времени. Вы можете знать эту историю, вы можете не знать ее, да, в зависимости от того, как близко вы общаетесь. Вы можете с ней общаться пока вот на сегодняшний день, можете общаться, ну так, чисто по-дружески. Но она
чувствует к вам такую, знаете, симпатию, может быть, даже с такими нотками влюбленности. Вот ей с вами комфортно, комфортно поговорить, комфортно как-то вот, может быть, даже совет какой-то, помощь у вас попросить, потому что дома она этого не получает. Дома у нее, ну, такой, может быть, диктатор, да, дома у нее эмоционально холодный мужчина. Здесь может даже быть проблемы с интимом. Да, здесь все приближается к их разводу. Эта история ненадолго. Мужчина имеет женщину на стороне, поэтому вот это его жена, да, которая вот, так скажем, запала на вас, да, ну, он имеет свои интересы, пока что он либо же не дает ей развод, да, а она побаивается вот как-то затронуть эту тему, хотя понимает, что толку не будет. Ей с вами, знаете, вот хорошо именно как-то вот на душевном, на энергетическом уровне. Она не то чтобы, вот знаете, она не думает о том, чтобы прыгнуть к вам в постель. Вот у нее какая-то такая, может быть, и немножко наивная такая симпатия, влюбленность. Вот ей просто хорошо, да? Вот бывает, с человеком общаешься, неважно, это мужчина, женщина, ты просто можешь по-дружески общаться, и тебе классно, да, и ты думаешь, боже, ну говорил бы и говорил, да, вот не хочется уходить, настолько душевно, комфортно, вот такие вот просто беседы обо всем и ни о чем, но это так цепляет за душу просто до мурашек. Вот и у нее такое же ощущение, когда она с вами общается. У кого-то это может проиграться по интернету, ребята, потому что это общий расклад, не забываем. Что еще нам поведают карты, да, что может произойти, да, у вас вообще может что-то с этой женщиной быть в перспективе? Давайте, ну, посмотрите, это однозначно, это может быть новая любовь. Хотя развод вот у нее не будет такой прям белый и пушистый. Придет время развода, это 100%. Но муж еще немножко ей нервы помотает, может быть, и вам. Поэтому, ну, я так немножко предупреждаю вас. Но если вы пойдете все-таки ей навстречу, да, а вы почувствуете, может быть, уже кто-то чувствует, когда вы общаетесь с этой женщиной, некую такую симпатию с ее стороны. Может быть, она краснеет, робеет как-то перед вами. Ну, знаете, как девчонки такие наивные, но влюбленного человека обычно видно, глаза могут выдавать. Может, даже, я не знаю, на нервяке, как говорится, может быть, даже немножко так заикается, да, потому что, ну, когда видит вас, объект своей любви, субъект, вернее, да, то начинает немножко так трепетать. Поэтому обращайте внимание, и если вы все-таки откроете свою душу, у вас может случиться очень красивая любовная история. Но это не про роман, ребята, это про такую большую-большую настоящую любовь, когда эмоции через край, туз кубков, это когда все вот взахлеб. Чувства, эмоции, страсти, когда вам хорошо, когда вы на одной волне. И, в общем-то, вот вы с этой женщиной получите все то, чего вам, может быть, даже давно не хватало, чего вы недополучали, может быть, в прежних отношениях, да. Каждому это свое было что-то, да. У кого-то интима не хватало, у кого-то нежности, ласки, у кого-то заботы, у кого-то это такой микс, да, все в одном. Поэтому я вам скажу так, вот с этой женщиной вы реально можете познать, что такое счастье, познать, что такое настоящая любовь, когда тебя любят, когда тебя ценят, да, потому что вы тоже ведь в нее влюбитесь. Это сейчас вы можете общаться как друзья, вы можете флиртовать вот на таком уровне, но по-настоящему вы с ней будете общаться немножечко попозже. И опять-таки, если вы захотите. Таро, в принципе, нам дает, ну, такой маячок, да, и вот я часто говорю и своим клиентам, Таро – это очень классный такой подсказчик. Вот направо пойти, либо налево пойти, да, вот будет так, либо будет так, в зависимости от того, как вы поступите. Поэтому вот я вам, ну, так, немножко подсказываю. Если вы согласитесь, да, пойти в новые отношения именно с этой женщиной, вы будете очень и очень счастливы. Ну, еще давайте напоследок посмотрим. Ну, даже больше не буду вытаскивать карты. Постоянно нам говорят о том, что, да,
Это будут страстные отношения, в которых будет много интима, будет много страстного интима. И те ребята, которые я знаю, и по вашим комментариям, в принципе, я и по раскладам много видела, да, что многие из вас почему-то уже повесили руки, опустили голову и считаете, что все, никакой личной жизни, никакой любви, Бобик уже вообще там лапки свесил. Нет, все будет. Все придет, когда появится та самая, да, вот о которой мы только что говорили, вернее, она уже неким образом есть в вашей жизни, но это просто немножко не тот уровень отношений. Но когда у вас будет сближение, вы поймете, что и ваша собачка живая. И я представляю, что сейчас думают новые зрители, да, кто такая собачка, кто такой Бобик, ребята. А ну-ка, подскажите в комментариях. А ну-ка, давайте почудим немножко. Ну, думаю, все взрослые люди все прекрасно понимают, да? С этой женщиной вот вам будет просто хорошо. Вот этим все сказано. Когда тебя не пилит мозг, когда тебя поддерживают, когда тебя не пытаются как-то нагнуть, унизить. Я уже не говорю про какие-то нехорошие слова, которые тоже были в вашей жизни. Эта женщина будет, знаете, вот ощущение, что она будет ценить, вот, наверное, самую малость, то, что вы будете делать для нее. Она настолько вот к вам чисто искренне относится и будет относиться, что для нее не важно, да, шубу вы ей подарите, машины, квартиры, ей абсолютно это не важно, потому что ей нужны именно вы, вот такой, какой вы есть. А уже что ей дарить, там не дарить, вкладываться. Вам захочется самому вкладываться, потому что вы искренне полюбите тоже эту женщину. Вас не нужно будет нагибать, принуждать, вот что-то делать, там вынести мусор, еще что-то, да, помочь. Вы сами захотите все сделать, просто чтобы не огорчать любимую женщину. Я думаю, вы прекрасно все понимаете, о чем я говорю. Поэтому, знаете, я искренне за вас порадуюсь, у кого это проиграется. Конечно же, это проиграется у тех, кто рискнет все-таки пойти в новые отношения с этой дамой, да. Я искренне хотела бы, чтобы поскорее каждый из вас встретил свою ту единственную, неповторимую, чтобы просто были вот по-человечески счастливы, чтобы получили все то, что вам жизнь не додавала, чтобы то, что женщины раньше вам не додавали. Поэтому, мальчишки, вперед навстречу счастью! Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!